Привет, друзья! С вами Аня, и вы на моем канале Анна Чантерелла. Сегодня я покажу один из способов переноса рисунка на бархат. Такой способ используется для орнаментального шитья золотом. Чтобы перевести рисунок для орнаментального шитья, нужно его создать. Я рисую по клеточкам, потом переношу на белый лист. Чтобы узор был максимально симметричен, я прорисовываю только одну сторону от центра композиции. Вторую же переношу при помощи копирки. Если вы умеете рисовать в графических редакторах или ваш рисунок скачан из интернета, то можно просто распечатать его на принтере. Дальше нужно перевести рисунок на вспомогательный материал. В моем случае это калька. Если рисунок содержит много мелких деталей или вы только начинаете вышивать, то калька не подойдет. Нужен более мягкий материал, например, миколент или, допустим, флизелин, но не тянущийся. Миколент – это идеальный вариант. С его помощью на бархате можно даже вышивать шелком. Но его довольно сложно найти в продаже, и продается он чаще в огромных количествах, рулонами. Итак, вернемся к вышивке. Приклеиваем кальку скотчем и прорисовываем узор. Для переноса рисунка удобно использовать специальный стол с подсветкой, либо светящийся планшет. При помощи линеек отмечаем на ткани центры. Затем находим центральную точку на узоре. Прикладываем центр кальки к центру бархата, закрепляем булавкой, равняем края и приклеиваем скотчем. У меня скотч недостаточно крепкий, а калька очень гладкая и скользит в разные стороны. Поэтому я закрепила ее по периметру дополнительно булавками. Мелкими стежками прометываю весь рисунок. Длина стежков зависит от размера и изогнутости элементов. По ровной линии стежки могут быть длиннее, по мелким деталям мельче, но в пределах 2-6 мм. Я вышиваю при помощи шила. К нему нужно привыкнуть, но после работа пойдет быстрее и удобнее. Поэтому советую и вам освоить этот инструмент. Очень важно не делать лишних наметок в открытых местах, иначе могут остаться следы на бархате. Бархат – это довольно-таки нежный и сложный материал. На этом этап подготовки рисунка закончен. После того, как все элементы прометаны, вынимаем булавки, а кальку или миколент нужно удалить. Делать это нужно аккуратно, чтобы нитка не вылезла и не растрепалась. Но в то же время
тщательно, чтобы под стежками не оставалось кусочков кальки. В труднодоступных местах, в уголках можно воспользоваться маникюрными ножничками и иглой. Нитка аккуратно приглаживает бархат в нужных местах, которые позже будут краями вышивки. На этом все. Ровных вам стежочков. С вами была Аня. Всего доброго. До свидания.